Привет, друзья! Вы на канале Яхта на колесах, а мы в Москве на проспекте Мира 150, и у нас сегодня обзор на новый Matrix 670 SL Supreme. Несмотря на все сложности, трудности последних месяцев, новый Matrix в Москве. Автодом на шасси Fiat Ducato, 2.3 объем двигателя, 160 лошадиных сил, дизель. В остальном Fiat Ducato, все как мы привыкли, новый, машина 2021 года. Единственное, что важно отметить, здесь очень много опций, и на протяжении всего этого ролика мы будем с вами разбирать, и это такой важный момент. Вы часто задаете вопросы о том, почему там нет магнитолы, такая машина, и вроде дорогая и так далее. Ну, потому что это все устанавливается опционально под конкретно ваши требования. И вот это тот пример, в принципе, тех опций, которые могут быть установлены под заказ уже, например, прямо здесь, в Москве. Машина растаможена, как вы видите, на российских номерах. Мы находимся в кабине. Кабина у нас в целом стандартная для Fiat Ducato, но, как я уже сказал, в этой машине много разных опций. Одна из таких опций, конечно же, мультимедийная система. Чем она особенно примечательна? Ну, конечно, своим размером. Это практически телевизор, как в Тесле, только что расположен горизонтально. Это у нас камера заднего вида, про нее позже. Это очень удобно, когда у нас большая навигационная панель. Мы чаще используем, конечно, в автодомах, вот, например, чтобы поставить навигатор, вот эту подставку. Но в данном случае она не особо применима, потому что она не раскладывается, но это и не нужно. Почему эта мультимедийная система вообще классная? Потому что она с CarPlay. То есть мы можем взять, подключить сюда iPhone или Android, неважно, любой телефон. Мало того, не по проводу, как это часто, возможно, вы уже встречали, а просто по Bluetooth. То есть вот у меня телефон лежит в кармане, подключен по Bluetooth, и сюда у меня может вывестись вот Яндекс.Навигатор или, я не знаю, любой навигатор, который вы используете, привычный вам, со всеми сохраненными там последними маршрутами и так далее. Здесь будет телефон с вашими контактами и, ну, например, Яндекс.Музыка также будет у вас здесь сразу же выводиться на мультимедийный экран. Также, конечно, есть функция Hands-Free, которая используется вместе с мультимедийной системой. Здесь мы можем видеть микрофон и кнопки на руле. Соответственно, вы можете ответить на звонок, ну или же с помощью там, Siri осуществить какой-то голосовой вызов. То есть просто говорим «Привет, Siri». Кому вы хотите позвонить? Позвони Юрий Непомнящий. Выполняю вызов Юрий Непомнящий. Как-то так. Слева мы видим экран, это камера заднего вида, она выведена на отдельный экран, потому что установлена классная камера, не какая-то там отдельная, там, условно говоря, с AliExpress, а это камера от Dometic, специальная для автодомов. Вот мы сейчас можем видеть изображение с нее, ну, а саму камеру посмотрим на борту позже. В остальном это в целом стандартное шасси Fiat Ducato, как я уже сказал ранее, многое с вами из этого встречали, но давайте коротенько повторим. Климат-контроль, то есть мы не просто там отдельно включаем кондиционер, регулируем, а просто выставили температуру, нажали авто, и у нас все работает, охлаждается или греется в зависимости от погоды на улице. Также у нас есть круиз-контроль, спид-лимит, все как бы стандартно. 9-ступенчатый автомат, не вариатор, не робот, а именно полноценный крайслеровский 9-ступенчатый автомат. Ну и стандартные помощники для Fiat Ducato, система информирования о потере полосы, помощь при спуске, Traction Plus. Обо всем этом мы подробнее уже рассказывали в предыдущих роликах. Переходите по подсказкам. Также опционально установлена Webasto. Это печка, которая подогревает двигатель, чтобы не замерзал дизель зимой. Но одновременно с этим она может выступать как такое дополнительное дежурное отопление. Не на полную, конечно, как Альда, но тем не менее она взаимодействует с контуром Альда и может отапливать жилое помещение. Ну, что немаловажно, потому что Альда у нас работает от газа, а Webasto это дизельная печка. Соответственно, если у вас вдруг закончился газ, она вас выручит. Переходим плавно в жилое пространство. Для этого нам надо развернуться на водительском или пассажирском кресле, и все, и мы уже в столовой. Конечно, здесь есть еще диванчик с одной стороны, диванчик с другой стороны, и стол, естественно, мы можем подвинуть так, как нам необходимо.
В данном случае эта планировка SL рассчитана, ну, по-хорошему, на 4 путешественников, то есть 2 человека спят комфортно на опускаемой кровати и 2 человека сзади. Но при желании можно разместить спать и большее количество людей. Например, сзади, если кровать сделать большой, двуспальный, соединить ее, к этому мы еще дойдем, то у нас там может теоретически разместиться 3 человека. Конечно же, у Матрикса существуют и другие планировки, которые можно заказать, где размещается, например, там, до 6 человек. Но по-хорошему, так как это такой премиальный уже класс, лучше путешествовать меньшим количеством людей с большим комфортом. В этом философия уже этой модели. Дверь у нас с окошком. На окошке, конечно, есть штора. Летом у нас рано светает, и это будет не лишним, чтобы спать в комфорте. На двери также есть мусорное ведро. Это немаловажная деталь, потому что мусор в автодоме складывать часто некуда, и если этого ведра нет, и когда оно есть, еще и такое съемное, это очень полезно. Это вещь, которая идет в комплекте с Матриксом всегда, но также, если вдруг у вас модель, которой нет, можно всегда какие-то опциональные вещи заказать. И здесь же, рядом с дверью, я даже вот так вот открою, чтобы было лучше видно, у нас есть маленькая кнопочка, но это очень важная кнопочка, она включает инвертор. Инверторы оказываются в автодомах практически всегда. Да, в каком-нибудь Sunliving его штатно нету, он ставится опционально дополнительно, но мы розетку имеем в этом случае только на самом инверторе. А здесь же установлен тоже опционально, но такой штатный инвертор от Dometic на 1,5 киловатта. И он подключен ко всей бортовой сети. То есть любая розетка 220 вольт, которую вы увидите в автодоме, в ней есть питание после того, как вы запустили от аккумуляторов вот этот инвертор. И даже есть еще один нюанс, но к нему мы еще придем. С обратной стороны у двери у нас расположен пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома. Здесь мы можем посмотреть заряды батареи, сколько у нас осталось чистой воды, грязной, температуру внутри, снаружи. Ну, в общем, все, что вам может пригодиться. Далее у нас пульт печки Альда, жидкостное отопление, о котором я уже ранее упомянул. То есть теплые полы, двойной пол, все это в комплекте. Печка работает от газа и, ну, дублируется Webasto, как я уже сказал. Ниже телевизор. Телевизор огромный, это очень удобно. Чтобы мы его могли вот так вот в дороге скрыть, и он у нас никак никому не мешает и безопасно зафиксирован. Но когда мы остановились, мы можем его с комфортом смотреть. Большая диагональ, развернуть в нужную нам сторону. Ну и, конечно же, это современный телевизор со Smart TV. На андроиде мы можем сюда повторить экран телефона, мы можем с него выйти в интернет, в YouTube. Вот у нас тут даже на пульте кнопки, соответствующие быстрого доступа, выведены. Осталось только сделать либо себе какой-то мобильный роутер, который у вас будет ездить с собой в автодоме, или же просто раздать интернет с телефона. Ну и, конечно, когда мы говорим о большой диагонали телевизора, встает вопрос звука. Звук будет идти также с телевизора? Нет. У нас, конечно же, есть в этом шкафчике еще, кроме пультов, Adria Media. Вот эту музыку я сейчас слышу со всех сторон, то есть во всем автодоме. В стенках вмонтированы колонки, и здесь есть такой маленький медиаплеер, у которого есть AUX, USB, ну и, конечно же, Bluetooth. Соответственно, вы можете телевизор на андроиде подключить по Bluetooth к общему медиа, и у вас будет звук также по всему автодому. Получится прям такой мобильный домашний кинотеатр. Забыл сказать про вот эти кнопки. Здесь у нас ступенька открывается, закрывается, ну и, конечно же, здесь мы можем включать свет. И если мы задержим эти кнопки, то у нас свет еще и диммируется. Пока мы держим кнопки, у нас яркость освещения регулируется. Если мы заново держим, то яркость меняется в обратную сторону. А если просто коротко нажимаем, то свет включается и выключается. Двойные полы достаточно многофункциональны. Например, вот в этом лючке мы получаем доступ к баку с чистой водой. То есть он у нас расположен в полу, не занимает место под сиденьями, да, и еще и так лучше для баланса самой машины. То есть бак плоский и нагрузка распределена равномерно. Следующий лючок, двигаемся плавно на кухню. Здесь у нас ничего нет, это просто свободное место, в которое вы можете что-то положить. Ну, например, какую-то там обувь, тапочки, еще что-то, что, например, вот часто где-то здесь вот валяется. И вот так быстро лючок открыли, сюда скинули и всегда, если надо, достали. Такое небольшое пространство, но, тем не менее, оно здесь есть и в вашем распоряжении. Кухонный блок. Здесь у нас плита на 3 огня, газовая. И немаловажный момент, тоже опциональный, здесь есть вытяжка.
Почему это важно? Потому что автодом — это маленькое пространство, и когда вы готовите, все запахи, плюс летит жир, все это оседает на всех поверхностях, и это не классно, а когда есть вытяжка, она нас от этого очень сильно спасает. Но если вдруг у вас ее нет или вы ей не пользуетесь, не забывайте открывать окна и хорошо проветривать. Также здесь уже установлена кофемашина, вот в таком креплении, все аккуратно, никуда не улетает на ходу. И кофемашина, вот еще один важный нюанс про инвертор, естественно, работает от этой розетки, и вы даже на ходу можете спокойно ей воспользоваться и приготовить кофе. Кофемашина Nespresso, здесь у нас вот есть капсула. Если вы любите домашнюю выпечку, то она вам будет также доступна с опционально установленной газовой духовкой. Чуть выше мы видим вот такую маленькую дверку, если тут маленькая надпись Push. Нажимаем, и здесь у нас газовые экранники, чтобы перекрыть подачу газа к плите, к духовке, к бойлеру там, или же к холодильнику. Слева ящики. Как я уже показал, здесь капсулы в данный момент лежат, еще столовые приборы могут быть. Ну и остальные ящики в целом идентичны, ничего такого особенного в них нет. Здесь вот сложена сейчас вся документация от Adria по самому автодому. Ниже под духовкой ниша для какого-то еще хранения кухонной утвари. С обратной стороны у нас холодильник Тедфорд, работает от газа, электричество, 12-220 вольт, автоматически переключается, 140 литров и, конечно, есть морозильная камера. Трума Aventa. Система климат-контроля может как работать на отопление, так и, конечно же, как кондиционер. Но почему важно обратить внимание в конкретно данном случае в этой машине? Потому что у нас есть инвертор. Это тот самый момент, нюанс, про который я говорил. Сейчас машина не подключена к сети кемпинга, к питчу, ни к чему не подключена, но мы все еще можем запустить кондиционер и поддерживать во всем жилом пространстве комфортную нам температуру. Эта функция доступна достаточно редко, потому что, как правило, мы только от сети подключаем вот этот климат-контроль. Но здесь мощный инвертор, вся сеть подключена, и классно, и комфортно все это работает. Но вы можете начать здесь переживать, что батарейки быстро сядут, от которых работает инвертор, если мы будем использовать мощное оборудование. У нас есть солнечные батареи. Они установлены на крыше, также опционально. И они достаточно хорошо заряжают даже в пасмурную погоду аккумуляторы. И если даже у вас, допустим, есть печь, и вы забыли подключиться или еще что-то, вас спасут солнечные батареи. Они автоматически работают, заряжают аккумуляторы, и у нас этого хватает на то, чтобы работал и кондиционер, и кофемашина, и все это продолжало работать в дороге. Далее у нас санитарный блок. У нас здесь туалет, душ. И чтобы это пространство было полностью таким интимным, мы открываем дверь туалета, и она у нас полностью перекрывает эту зону от остального жилого пространства. Душевая кабина у нас слева, компактная, закрываются вот такими дверками. Дверки друг к другу фиксируются на магнитке. То есть нам не нужно здесь никакие дополнительные шторки использовать. Достаточно вот только этих магнитных дверок. В остальном просто душ, ничего особенного. Вот такие стильные дизайнерские решения, которые вы видите сейчас своими глазами. Например, вот такой интересный душ. Свет включается отдельно прямо в душевой кабине. Напротив туалет. Есть раковина, установленная вот так вот чашей на столешнице. Даже пробка есть. Просто нажимаем и можем наполнить ее, что-то, например, там, помыть, постирать. Выше расположены два типа подсветки. Есть светодиодная подсветка за зеркалом и есть такие трековые светильники. Мы их уже с вами часто встречали. Это новинки последних лет. Но все-таки напомню.
Светильник мы можем снять с трека и, например, туда поставить другой модуль USB. И, например, заряжать здесь бритву, если вам это необходимо. Соответственно, эти модули можно перемещать по автодому так, как необходимо именно вам. Под раковиной шкафчик, в котором стоит какая-то туалетная химия, может лежать туалетная бумага и туалет Тедфорд с электросмывом. Ну и над туалетом тоже есть еще небольшой шкаф для каких-то туалетных принадлежностей. И, кстати говоря, розетка 220 вольт. Основная спальня. С одной стороны у нас расположено вот такое гардеробное пространство. Дверь открывается и задвигается в сторону, чтобы вам не мешать. Ну и внизу у нас в целом стандартная палочка, и можем складывать любые вещи. И, конечно, там есть подсветка. С обратной стороны у нас ящики. Вот раз ящик, и ниже еще один небольшой ящик. Ступеньки, конечно же, тоже функциональные. Здесь вот такое большое пространство и еще один ящик, но открывается он уже из багажника, покажу позже. А в верхней ступеньке просто еще одно место для хранения вещей. Такая полочка-ящик. Конечно, в спальне установлен еще один телевизор, тоже со Smart TV, и выключатель в спальне. Можно отключить общее освещение или же только в спальне. Ну и, конечно же, если мы его поддержим, то можем также отрегулировать яркость освещения. В изголовье есть еще один выключатель с диммером и, собственно говоря, тоже треки с USB-модулями и самими светильничками. С левой стороны еще одна ниша, в которой также есть USB-розетки. Уже не на модуле, не на треке, а просто USB-розетки, которые всегда находятся здесь в спальне. То, что я говорил про кровать. Вот сейчас мы видим кровать в ее таком раздельном виде. Раз спальное место, два спальное место. Удобно, комфортно для двух человек. Но если мы выдвинем вот эту дощечку за ручку и добавим сюда эту подушку, то получим такую огромную либо просто двуспальную кровать, если вам так комфортнее, либо же, ну, при желании разместим здесь 3 человек. Над столовой группой у нас, конечно, есть опускаемая кровать с электроприводом. Для того, чтобы вы не переживали о безопасности, у кровати есть вот такие бортики. Фиксируются к потолку с помощью вот этих клипс. Сейчас просто не хочу регулировать их по высоте. И они ограничивают полностью это пространство, чтобы вы отсюда не упали. И от остального жилого пространства у нас ограничивает также еще вот такая шторка. Ну и есть светильничек в изголовье. Часто задают вопрос, можно ли выйти в дверь, когда опущена кровать. Показываю. Выйти можно, но придется вот таким образом присесть. Не сказать, что это как-то супер комфортно, но стоит обратить внимание на то, что это все-таки премиальный такой класс, и эта кровать скорее гостевая. То есть вы ее опустили, легли спать, на улицу не выходите, в туалет попасть можно, а уже утром вы ее подняли, и она вам больше никаким образом не мешает, не съедает лишнее пространство. И именно поэтому я и говорю, что на таком автодоме все-таки лучше, чем меньше людей путешествует, тем выше уровень комфорта. Несмотря на такие небольшие неудобства, связанные с опускаемой кроватью, стоит отметить, что это все равно классное решение. Во-первых, потому что все еще не съедает лишнее пространство в автодоме, а во-вторых, опускаемая кровать — это все-таки полноценная большая кровать с ровным матрасом, не что-то собранное из столовой группы или как-то еще совсем такое перебиться. А даже хоть она и такая как бы гостевая, дополнительная, на ней спать комфортно. Это практически обыкновенная домашняя кровать с ровным классным матрасом. По правому борту мы видим новые замки, которые мы уже встречаем с 2020 года. И тоже то, что мы уже видели, лючок электрификации. И вот возвращаемся к инвертору. Он установлен также в этот лючок. Я уже говорил когда-то, что когда мы в первый раз в Дюссельдорфе, кажется, увидели или на презентации Адрия, вы увидели эти лючки, были сомнения, насколько это удобно, но практика доказала, что это очень классное решение. То есть мы можем подключаться к сети кемпинга и, например, класть удлинитель здесь и даже закрыть крышку вот таким образом. И все, у нас никаких удлинителей, ничто не лежит под дождем, все полностью спрятано в этом лючке. Здесь же розетка
TV выведено под антенну. И здесь же установлен, собственно говоря, сам инвертор 1,5 киловатта мощности. Как я уже сказал ранее, вся бортовая сеть питается от него. У вас всегда все розетки 220 работают. Ну и здесь же, естественно, блок управления солнечными батареями. Далее по правому борту входная дверь в жилое пространство. Поскольку это Matrix Supreme, у нас, конечно же, здесь центральный замок. То есть, когда мы нажимаем на ключе кнопку, как в легковых машинах, у нас открываются все двери. Возможно, если вы в первый раз на этом ролике знакомитесь с автодомами, вам кажется, что это обычно, но это не так. Чаще всего вот эта дверь в более дешевых, более простых моделях, ее надо открывать отдельно ключом, а с пульта сигнализации открывается только кабина. Но не в случае с Матриксом. Далее кассета биотуалета Тедфорд. У нас, естественно, здесь есть ручечка, и мы можем ее катить к месту слива. Все это очень удобно. Но, в принципе, эта штука достаточно стандартная, но вдруг вы до этого не видели, не знали, вот рассказываю. Далее у нас большой просторный багажник, что стандартно для Матрикса, но давайте разбираться в деталях и нюансах. Розетка на стене 220 вольт и 10-амперная обыкновенная 12 вольт. Есть вот такие полочки, есть вот такое углубление ниша, и, естественно, здесь есть отопление, то есть багажник, он теплый, здесь также есть вот Альдо жидкостное отопление. Ну, и здесь есть небольшой краник, чтобы, например, его перекрыть, если это не нужно. Далее у нас есть еще ящик. Он уходит куда-то под ступеньки кровати, но открывается вот из багажника. И здесь вот это вот раз открываем, это душ, который выводится в багажник. И может быть очень необходим... Опа, даже вода подключена. Он может быть очень необходим и применим в том случае, если вам нужно помыть велосипеды, собаку, что-то еще. Поверьте, когда вы путешествуете в каких-то реальных условиях, не просто в кемпинге останавливаетесь, а где-то, грубо говоря, на природе, очень не хочется тащить грязь внутрь автодома, и эта вещь действительно полезная. Я сижу на ковриках, это фирменные коврики от Adria, которые мы можем положить в салон, просто пока что они лежат здесь и ждут вас. На задней стенке мы видим запасное колесо, огнетушитель. Также здесь есть фиксаторы под газовый баллон. И двигаясь дальше, хочу обратить еще внимание на такой момент. На задней стенке есть, вот все очень аккуратно, на такие штатные крепления, зафиксирован кемпинговый столик. Это всегда классно, когда есть такая деталь и такая вещь под рукой, а еще и когда она так аккуратно спрятана в багажнике. То есть у вас в любом случае будет такой столик всегда с собой, но в данном случае он уже идет в комплекте с автодомом, да еще и так аккуратно фиксируется на задней стенке. Дверь багажника тоже стоит обратить внимание. Здесь всего одна ручка, и это действительно удобно, потому что мы просто открыли ее один раз ключом и легко одной рукой открываем, закрываем. Часто на автодомах мы встречаем, опять-таки, на более простых, у нас несколько ручек. Это тоже нормально, но когда мы можем открыть одной рукой, всегда гораздо удобнее. В этом преимущество и вот такой люксовый уровень Matrix. На задней стенке также опционально установлена лесенка. Она вам пригодится для того, чтобы подняться на крышу. Там есть рейлинги, на которые можно закрепить какой-то груз, поставить какие-то дополнительные кофры. Ну и, конечно же, для того, чтобы, например, почистить солнечные батареи. Также опционально сзади мы можем увидеть установлен фаркоп. Их ставят как с завода, так и иногда машины приезжают без фаркопа. Например, это дешевле иногда поставить в России. Если даже вы заказываете машину без фаркопа, но потом поняли позже или уже поэксплуатировав, или когда она приехала сюда, что вам все-таки фаркоп нужен, это не проблема. В Москве в Яхты на колесах вам фаркоп установят, если вам это необходимо. Двигаемся дальше по левому борту. Газовый отсек. От газа у нас работает плита, холодильник и, собственно говоря, отопление Альдо. Два баллона по 11 килограмм у нас установлены здесь. Ну и еще один, мы с вами видели, запасной, закреплен в багажнике. По левому борту у нас, по сути, все. Осталось выпускное отверстие для печи Альдо, от печи Альдо. Ну и, конечно, заливная горловина для чистой воды. Бак 120 литров. Достаточно стандартно для таких машин. Matrix 670 SL Supreme мы сегодня с вами посмотрели. Напоминаю, машина примечательна именно своими опциями. Надеюсь, вам они понравились и заинтересовали. Длина машины
7 метров 70 сантиметров приблизительно. Вес точно не скажу, поскольку как раз таки из-за опций сложно точно сказать, но он точно меньше 3,5 тонн, то есть это Б-категория. Вообще, в большинстве случаев вы часто задаете вопрос, что сколько вес, какая категория. Вот 90% обзоров это Б-категория. Если мы не сказали, значит точно Б-категория. Если вдруг это С, мы обязательно об этом говорим. Что еще примечательного в машине? В том, что она находится здесь сейчас в Москве, в современных реалиях. Это не так просто, но вот она здесь, растаможена, доступна, чтобы ее посмотреть на проспекте Мира 150 и приобрести, если она вас заинтересовала. Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон Муравьев. Пишите ваши вопросы, если они остались в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока.